Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем декорировать кружечку. Я покажу, как слепить вот такую лисичку. Приступаю к работе. Беру заранее подготовленный шаблон, накладываю его на кружечку и отмечаю места, где будет располагаться будущий декор. Теперь беру кусочек пластики оранжевого цвета и катаю из него шарик. Из шарика катаю капельку. Пальчиками ее расплющиваю. Накладываю шаблон лисички на получившуюся деталь. Подгоняю размеры детали под размеры рисунка. Ножом намечаю ушки и верхнюю часть головы. После этого убираю шаблон и отрезаю всю лишнюю пластику по намеченным линиям. Нижний край срезаю гибким лезвием. Силиконовой кисточкой убираю неровности. Теперь беру влажную салфетку и с помощью нее заглаживаю все срезы, делая их более округлыми. С помощью влажной салфетки также выравниваю поверхность головы лисички. Таким образом я убираю отпечатки пальцев и ворсинки, которые могли на нее налипнуть. Ориентируясь по отметкам, накладываю голову на кружку. Хорошенько ее прижимаю. С помощью влажной салфетки снова выравниваю поверхность головы. Из глины черного цвета раскатываю тонкий пласт. Люверсом вырезаю из него круглую деталь и приклеиваю ее на носик лисички. Силиконовой кисточкой прижимаю края кружочка. Лезвием отрезаю лишнюю пластику. Иголочкой продавливаю на ушках лисички бороздки. Из глины черного цвета катаю тоненькую колбаску. Отрезаю от нее маленькие кусочки и вклеиваю их в бороздки. Инструментом лопаточкой прижимаю колбаски к ушкам. Из той же колбаски черного цвета делаю лисичке глазки. Приклеиваю колбаску на голову. Это удобно делать с помощью иголочки. И лишнюю часть колбаски отрезаю. От тоненькой колбаски черного цвета отрезаю два малюсеньких кусочка и приклеиваю их над глазками. К белой пластике добавляю небольшой кусочек глины красного цвета. Хорошенько их перемешиваю, и у меня получается вот такой бледно-розовый оттенок. Из глины этого цвета раскатываю тонкий пласт. Беру люверс чуть поменьше, чем в предыдущий раз, и с помощью него вырезаю из этого пласта два кружочка. Приклеиваю эти кружочки на мордочку лисички. Края кружочков прижимаю силиконовой кисточкой. Лишнюю пластику отрезаю. Иголочкой рисую ротик. В получившуюся бороздку вклеиваю колбаску черного цвета. Из бросовой пластики раскатываю толстый пласт. Из этого пласта я буду делать основу для туловища. Кладу на него шаблон лисички и ножом вырезаю деталь туловища по контуру рисунка. С помощью влажной салфетки делаю края детали более округлыми. Приклеиваю туловище лисички на кружку. Ножом прорисовываю место, где будет располагаться шарфик и юбочка. Из бросовой глины раскатываю еще один пласт.
Один край пласта утоньшаю с помощью скалочки. Накладываю на пласт шаблон лисички таким образом, чтобы верхняя часть ее туловища находилась на тонком участке пласта, а нижняя часть на толстом. Ножом вырезаю юбочку по контуру шаблона. Верхнюю часть юбочки вырезаю гибким лезвием. Эту часть юбочки еще больше утоньшаю с помощью дотса. Подравниваю край детали лезвием. После этого приклеиваю деталь на туловище лисички. С помощью дотса добиваюсь того, чтобы эти две детали из бросовой пластики стали одним целым и не было грубого порошка. Одна часть туловища должна плавно переходить в другую. Всю пластику, которая вылезла за пределы туловища, срезаю лезвием. Инструментом-лопаточкой заглаживаю неровности, а также делаю края туловища более округлыми. Теперь беру влажную салфетку и с помощью нее продолжаю выравнивать поверхность туловища. Из глины белого цвета раскатываю тонкий пласт. Гибким лезвием срезаю его край. Накладываю этот пласт на нижнюю часть туловища лисички. Прижимаю его к основе силиконовой кисточкой. Делаю это как по краям, так и с нижней стороны. Всю лишнюю пластику отрезаю. Теперь раскатываю два тонких пласта белого и мятного цвета. Эти пласты мне нужно нарезать на тоненькие полосочки одинаковой ширины. Чтобы это сделать легко и аккуратно, я беру расческу. Делаю отпечаток зубчиков с одной и с другой стороны пласта. В итоге на глине появилась разметка. По этой разметке разрезаю пласты на полосочки. Приклеиваю их на туловище лисички, чередуя цвета. Слежу за тем, чтобы между полосками не было зазоров. Силиконовой кисточкой прижимаю полоски к боковым частям туловища. Лишнюю пластику отрезаю. Приклеиваю последнюю полоску и обрезаю ее по линиям, которые я сделала ножичком на основе. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины красного цвета. Толщина этого пласта должна совпадать с толщиной полосочек, которые уже приклеены к туловищу лисички. На глину накладываю шаблон и по линиям прорисовываю шарфик. После этого убираю шаблон и вырезаю из пластики шарфик по намеченным линиям. Приклеиваю его на лисичку. Края шарфика прижимаю силиконовой кисточкой и отрезаю лишнюю пластику. Раскатываю еще один пласт полимерной глины красного цвета. Кладу на него шаблон, иголочкой обвожу бантик по контуру. Убираю шаблон и вырезаю бантик. Иголочкой рисую бороздку, разделяющую концы бантика. Силиконовой кисточкой заглаживаю края, делая их более округлыми. Приклеиваю бантик на шарфик. Из глины красного цвета катаю малюсенький шарик. Приклеиваю его на бантик. Инструментом-лопаточкой слегка расплющиваю шарик. Теперь беру пластику оранжевого цвета. Катаю из нее две колбаски. Беру одну из колбасок, слегка ее загибаю, кладу на шаблон, немного прижимаю
Подгоняю форму и размер колбаски под форму и размер ножки на рисунке. Отрезаю лишнюю пластику гибким лезвием. То же самое делаю со второй колбаской. Приклеиваю ножки на кружку. Из пластики оранжевого цвета снова катаю колбаску. Делаю это таким образом, чтобы края колбаски были слегка заужены. Должно получиться вот так. Разрезаю колбаску на две одинаковые части. Беру одну из колбасок, слегка загибаю ее и кладу на шаблон. Прижимаю колбаску пальчиками. То же самое делаю со второй колбаской. Лишнюю пластику отрезаю гибким лезвием. Приклеиваю лапки к туловищу лисички. Инструментом лопаточкой прижимаю боковую сторону лапки к туловищу. Я замазываю пластикой выступающую часть туловища. Посмотрите, как я это делаю. Из пластики коричневого цвета катаю маленький шарик. Кладу его на рабочую поверхность и слегка прижимаю. Разрезаю шарик на две части. Приклеиваю получившуюся деталь между лапок лисички. Из глины коричневого цвета катаю колбаску. Отрезаю от нее небольшой кусочек и приклеиваю на лисичку. Раскатываю тонкие пласты глины вот таких цветов. Из глины розового и красного цвета вырезаю два одинаковых треугольника. Из глины синего цвета вырезаю малюсенький треугольничек. Треугольник розового цвета приклеиваю по одну сторону от колбаски. Треугольник красного цвета приклеиваю с другой стороны. Затем приклеиваю маленький треугольничек синего цвета. У меня получился вот такой кораблик. На корпусе кораблика стеком делаю два маленьких углубления. Из глины белого цвета катаю два малюсеньких шарика и вклеиваю их в углубление. Инструментом лопаточкой прижимаю шарики. Осталось слепить хвостик. Из глины оранжевого цвета катаю колбаску. Один конец колбаски сужаю. Расплющиваю колбаску пальчиками. Кладу получившуюся деталь на шаблон. Подгоняю ее форму под форму хвостика на рисунке. Лишнюю пластику отрезаю. Приклеиваю хвостик на кружку. Влажной салфеткой выравниваю его поверхность. Из глины белого цвета раскатываю тонкий пласт. Один край пласта режу вот таким образом. У меня получаются зубчики. Приклеиваю пласт на хвостик зубчиками вниз. Края пласта прижимаю к хвосту. Всю лишнюю пластику отрезаю. После этого отправляю кружку запекаться. После запекания жду, когда все остынет. Аккуратно снимаю декор с кружки и приклеиваю лисичку на эпоксидный клей. Посмотрите, какая кружечка у меня в результате получилась. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на профиль в Instagram и группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании под видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!